Леонид служил около полугода, стоя на обочине дороги и машинально помахивая палочкой. Молодой лейтенант уже полгода работал в дорожной полиции. За все время своей службы не отличаются особым опытом, он не раскрыл ни одного преступления. Да и его коллеги не упускали возможности потрунить, мол, «Нюха, у тебя профессионального нет, останавливаешь не те машины», в то время как другим коллегам выписывали премии и благодарности за хорошие результаты в раскрываемости дел. Парню не везло, хотя он усердно развивал свой нюх, вдохновляя себя тем, что изучал детективные фильмы о своих коллегах, которые всегда выглядели мастерами своего дела. И вот, как будто по заказу, к нему навстречу едва виден катафалк. Леонид, помня один из недавних просмотренных фильмов, где вместо покойника перевозили наркотики, неожиданно вскинулся. Это мог быть его шанс раскрыть преступление и проявить себя. Когда катафалк остановился, молодой полицейский, собравшись с духом, требовал от водителя открыть машину для досмотра. Водитель с видимым недовольством вышел и открыл дверь. Внутри салона оказался закрытый гроб. Водитель выглядел бы как-то нервозно, насторожился, задав вопрос, зачем блюстителю порядка нужен труп одинокого алкоголика, и начал возмущаться, что в жизни его впервые остановили для такого печального досмотра. Леонид, стараясь изгладить неловкость ситуации, пояснил, что у них есть наводка о том, что в одном из катафалков могут перевозить запрещенные вещества, и вот всех и проверяют. Водитель явно начал нервничать. Из-под его потертого пиджака выглядывали татуировки на руках с бандитским налетом. Полицейскому это показалось странным. Если все было так, как он предполагал, он уже представлял себе гроб, набитый запрещенным грузом. И вот, когда он повторно потребовал открыть крышку с применением угрозы, разочарованию не было предела. Вместо ожидаемой находки перед ним лежала всего лишь маленькая старушка. Чтобы не выглядеть полным идиотом в глазах водителя катафалка, Леонид стал расспрашивать, в какое кладбище они повезут усопшую и от чего она скончалась. В ответ он снова упомянул, что в городе разыскивается катафалк, но не стал вдаваться в детали, сказав лишь, что это закрытая информация. Водитель, разумеется, запаниковал и запутался в своем рассказе, причем почти сразу же. Он говорил, что бабушка умерла от сердечного приступа, но ведь Леонид помнил, как при первой беседе тот говорил о алкоголике. Полицейский с недоверием взглянул на бабушку. Она не походила на пьющую женщину. Его внимание привлекло состояние старушки. Она была небрежно одета, как будто сердце схватило у нее во время просмотра телевизора. Логично, что если это одинокая старушка, позаботиться о ней могло просто некому. Точно. Водитель вдруг заявил, что у нее много родственников. Этот момент насторожил Леонида. Одинокая алкоголичка становится сердечной старушкой с кучей родни? Полицейский на автомате положил руку на пистолет и начал осматривать тело, решив, что здесь что-то не так. Он рано потерял бдительность и тут же почувствовал мощный удар по голове. Леонид наконец-то встретил настоящего преступника, но его растерянность сыграла с ним злую шутку, и он потерял сознание. Придя в себя, он с ужасом понял, что лежит рядом с мертвой бабушкой. Паника охватила его. Он не знал, чего больше бояться. Трупа, лежащего рядом с ним, или того, что он оказался заперт в закрытом гробу. Оба страха настолько переплетались, что избавиться от них не представлялось возможным. Гроб оказался маленьким, а старушка лежала вплотную рядом с ним. Тут до него дошло, что это далеко не самое страшное. Они явно ехали по грунтовой дороге и, скорее всего, направлялись на кладбище. Леонид тут же вспомнил про пистолет. Но водитель, на удивление, оказался не дураком и забрал его. Полицейский решил пойти на отчаянный шаг
и начал бить по крышке гроба. Он взглянул на свои сбитые ногти. Гроб хоть и выглядел дешевым, но просто так его не поломать, лишь избил собственные костяшки. Тем временем становилось все более душно. Кислорода не хватало, и он понимал, что в такой ситуации одного воздуха недостаточно, а для двоих его в лучшем случае хватит на непродолжительное время. «Бабушка-то не участвует в процессе», — подумал он с горечью. Однако рисковать было необходимо. Он нащупал в кармане телефон, но сети не оказалось. Не слишком отчаиваясь, он начал ощупывать тело старушки в надежде найти что-то полезное для выламывания досок. Вместо этого он наткнулся на пульс. Задача усложнялась. Помимо необходимости спастись самому, была еще необходимость спасти пожилую женщину. Похоже, старушку чем-то опоили, и теперь его задача заключалась не только в том, чтобы выбраться, но и спасти ее жизнь. Вдруг машина остановилась, и полицейский замер на месте. Неужели его кто-то услышал? Но все оказалось прозаичнее. Гроб вытащили из автомобиля, чуть ли не бросили в яму и начали засыпать землей. Леонид начал кричать от злости и обиды, проклиная преступника и обещая, что он найдет его и отправит за решетку на пожизненное. Но преступнику было все равно. Он никак не реагировал на угрозы полицейского. Парень презрительно слушал, как земля падает сверху, понимая, что все отчетливее ощущает, как бабушка начинает снова дышать. «Лучше бы она не приходила в себя», — думал он, осознавая, как же он объяснит ей ситуацию, если она сообразит. Вдруг раздался звук сильного удара, и последовала тишина. Леонид, не дожидаясь, включил телефон и направил свет на старушку. Она резко открыла глаза, заорала и начала колотить молодого человека. Наверху вновь послышался шум. На этот раз земля не сыпалась сверху, а наоборот, ее стали убирать, и если бы он только знал, чем это все закончится. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, ведь впереди еще много интересного и захватывающего. Новые истории, загадки и сюжеты, которые не оставят вас равнодушными. Подписывайтесь на наш канал, и мы будем делиться еще большим количеством интересных лакомств.